Граффити, оно живет на улице. В первую очередь, это воплощение уличной энергии. Это некий бунт, это некий порыв. Здесь идет битва за имя, здесь идет битва за уважение, за стиль. Ты — это то, что ты рисуешь. Граффити в его современном понимании появилось в России в начале 80-х и имело тесные связи с хип-хоп-культурой. Многие райтеры того поколения, кроме рисования, занимались рэп-музыкой и брейк-дансом. Но сейчас этой взаимосвязи почти нет, и каждое течение развивается самостоятельно, хоть и имеет исторические точки соприкосновения и схожесть по энергетике. Одними из первых отечественных граффити-художников стали Крыс, Баскет и Навигатор. Они первыми стали активно развивать эту субкультуру. Но полноценное формирование граффити в России ожидалось в конце 90-х. С тех пор многое изменилось. Из граффити выросло новое направление – стрит-арт. Кроме создания работ на улице, райтеры практикуют создание студийных произведений. Появились возможности выставляться не только на улицах, но и участвовать в выставочных и фестивальных проектах. Но одно осталось неизменным – внутренняя свобода и желание быть частью открытого искусства. Искусства, живущего среди людей. Ну, началось все как обычно, в те времена никакой информации, ни краски, там ничего, то есть клип до Буги Крю, какая-то видюха там была. Прибавляй, громкость. Ну, все это пошло от хип-хопа, как и у всех остальных, наверное. Первая передача до 16 и старше, у них там появлялись The Boogie Crew с каким-то брейком и небольшие репортажи о граффити, о их поездках в Европу. Какие-то ходили распечатки журналов по рукам. Моя мама, к счастью, периодически куда-то выезжала за границу, в Польшу, в Италию, привозила мне фотографии, иногда журналы, видеоклипы ставились на паузу, что-то перерисовывалось. И, собственно, из того, что перерисовывалось, складывались какие-то свои куски, какие-то свои адаптированные персонажи. Стены были девственно чистые в городе, краска была обычно просроченная. У меня с детства были интересные шрифты, то есть я вообще не знал, что такое граффити, я просто рисовал, допустим, какие-то названия групп или еще чего-то. У меня папа металлист, любит рок и тому подобное. У меня дома такая здоровая кипа пластинок, и на них очень всякие красивые шрифты. И в детстве, в принципе, меня эти шрифты вдохновляли, и я рисовал шрифты. То есть я там моментально после знакомства вообще с понятием граффити изрисовал там кучу 40-листовых тетрадок. Вот, и хотел посмотреть, как это будет выглядеть на стене, потому что я рисовал полную ересь, я не понимал, что я делаю. И после первого раза, после первой ночи вылазки на стену, стало немножко более понятно, что, как вообще происходит, как там линии, кэпы, там отмороженные пальцы на ветру. Сам процесс был какой-то дух приключений в этом был. То есть это и юношеский максимализм, и интерес, и такой комплекс Супермена, когда ты можешь что-то вынести, уйти, и это там останется и будет висеть. И как в преступном мире, да, вот вечное это желание вернуться на место преступления, увидеть, что там. Я помню, как мы рисовали, ходили рисовать по ночам. Это такой адреналинчик в этом был, конечно. Ну, у меня первое впечатление было страх, наверное, от того, что ты в 3 часа утра идешь куда-то непонятно с ребятами. Стоит электричка, тебе нужно что-то делать. Сейчас совсем другое, немного другое направление рисую. Ну и это опасное дело, я понимаю, ко мне мои родители постоянно запрещали ездить на ночь. И современные дети, я смотрю, рисуют уже на электричках, там, 14 лет. Меня в 17 лет первый раз отпустили на ночь рисовать, и я был нереально счастлив. Потом мыл посуду и ходил в магазин за эту неделю. Я начинал конкретно с бомбинга.
Вот, и вплоть до 2004 где-то, наверное, по началу 2006 я рисовал именно, делал бомбинг на стенах ночью и так далее. Вот. Ну, как бы родители к этому относились настороженно, но, как бы, в принципе, разрешали. Там, ну, как-то покупались эти баллоны, там, как-то где-то складывались, там, но особо на показ не выставлялись. Ну, у меня просто папа судья в отставке, вот, поэтому он очень плохо к этому относится. И все так говорят, чтобы я на улицу не ходил, не рисовал по ночам там. Мне приходилось ночью сбегать из дома, чтобы поехать в спот. Ну, когда мне было там лет 16, там 17, и я прятал ролики на черном ходу. Вот. Когда все ложились спать, я быстренько вставал, одевал ролики, ехал в ярд. Просто сбегал. Ну, первое время родители не знали, что я этим занимаюсь. Все было втихаря. Может быть, и знали, я уж точно, как бы, скажем так, до меня не докапывались. Да не, родители нормально к этому всегда относились. Да ладно, прикольно, блин, как бы. Фишка в том, что вроде начинаешь чем-то таким заниматься, и у тебя каким-то образом появляются такие возможности ездить куда-то. Это самое главное было на самом деле, самое такое основное, вот в тот момент именно. Потому что, ну, по большому счету, ну что тебе еще могло позволить именно такие там путешествия? Не просто так там съездить в город, там, я не знаю, как турист, а съездить там что-то сделать, познакомиться там с другими людьми. Это классно. Я вот так жену нашел. В 9 классе я влюбилась очень сильно в мальчика, который, ну, все знали, что он рисует. Мне, чтобы ему как-то понравиться, вообще была какая-то тема интересного разговора. Я решила, что мне надо зайти на graffiti.net и посмотреть интересные работы. И чтобы быть немножко в теме, даже порисовать что-то, чтобы показать и что-то обсудить. И поехали с папой мы на рынок, где продается все для автомобилей. И вот, я помню, это обро, хрому черную по стандарту. Папа говорит, слушай, говорит, только на улице, говорит, не рисуй. Хочешь там на площадке, там на деревянных картонках, на чем угодно, только не на улице. Зима, январь, минус 30, наверное, где-то. У меня новый пуховик. Сказал на эту будку, думаю, ну надо нарисовать, ну надо же как-то понравится там. Пусть даже будет плохо, но даже ему если не понравится, по крайней мере будет диалог. И вот я стою, рисую, и все это на меня летит. Очень холодно, настолько холодно, что я помню, что в конце я даже не могла нажимать. Поначалу, я помню, убегал, шкерился, это родители не показывал им. Но однажды пришел с красным лицом, потому что случайно пшикнул себе в лицо баллончиком красным. И как бы родители спросили, что это, но я объяснил, рассказал все. Меня поддержали, даже выделили какую-то сумму, чтобы я рисовал свою комнату. Мама огорчалась из-за одежды, которая была абсолютно вся в краске. Вот. А сейчас случилась примерно года 2-3 назад ситуация, когда родители перестали видеть негатив в том, что я делаю, перестали огорчаться, когда там случались какие-то неприятные ситуации. Я тоже могу родителей понять, то, что так сейчас думаешь, а реально оно того стоит ли. Вот, как бы то, что там какие проблемы могут из-за этого быть. Первая моя приемка была прямо на электричках в день рождения моей мамы. И с этого дня, просто когда я говорю там слово красить, баллон или там стенка, это все, это сразу же. Моя мама к этому относится достаточно с опаской, но со временем она поняла, что я все равно этим занимаюсь, и этот баллончик, он все время рядом, трясется, и теги она может заметить мои, сказать, персонажа, она его, естественно, замечает постоянно, и, ну, были приемчики, прихватики, после которых, естественно, она переживала. Папа как говорил, что я, типа, токсикоман, так и говорит, даже если я рисую там какой-нибудь обычной краской, не разорями. К этому спокойно родители относятся. Там, не знаю, мам, я пошел красить ночью. Ну давай, приходи, только аккуратнее там. И все, то есть без каких-то таких мер. Так как у меня папа директор художественного училища, я хотел ему преподнести как бы это с другой стороны,
раскрыть саму суть граффити, то, что это не только буквы, это и есть монументальная живопись. Родители с самого начала военные к этому относились. Я их старался убедить, что это не такое плохое дело. Бывает дело гораздо хуже, а рисовать неплохо, в общем-то. Помню мысль первая, когда я вышел первый раз с трафаретом рисовать на улицу, сделал рисунок, я был достаточно взрослым человеком, мне было лет 19, то есть вполне уже самостоятельный юноша, и я был просто счастлив как ребенок, потому что я понял, что я нашел себя. После первого же рисунка я понял, что это вообще мое, и я буду заниматься, если мне повезет, этим всю свою жизнь. Вот. Ну и с тех пор я себе не изменял. Ну, эмоции не каждый раз новые, вот, но, как говорится, первый раз ты всегда запомнишь, как это все начиналось. Вот первую работу я делал вдоль железнодорожного пути, вдоль ЖД. Вот, то, что там была своя атмосфера, в наушниках играл такой фанк, вот. Утро, туман. Первые разы вообще ходил по утрам рисовать. Рано утром, часов в 5, выбирался на какую-нибудь стену, рисовал, пока народ не выйдет на улицу. Первые пробы это как первый опыт с девушкой, незабываемый. Все было очень криво и непонятно, но ярко и необычно. Вообще я начинал, когда я совсем был маленький, когда я начал понимать, что можешь писать баллончиком и маркером в публичном пространстве, я писал, очень странно, я писал названия литературных произведений, либо имена авторов. А потом к этому добавились, может быть, какие-то цитаты из групп кино. Потом, уже что-то долго писав, я узнал, что, оказывается, нужно писать, нужно, да, как мне это казалось, свои имена. Я себе придумал один псевдоним, потом был другой псевдоним, потом был третий псевдоним. Но где-то к 2000 году, может быть, к 2001, я понял, что с текстом что-то не так, что меня больше интересуют формы. Как я всегда говорю, что граффити — это первый шаг на моем творческом пути, и, в принципе, именно вот это энергия вот этой всей молодежной движухи, субкультура, она до сих пор меня как-то подпитывает, хоть я уже немного, даже не немного, а сместил, в принципе, фокус своего внимания в творчестве, но тем не менее я продолжаю следить за тем, что происходит в граффити, и вот та энергия всего этого аэрозольного рисования, она до сих пор меня бодрит. Я первые свои работы, я сейчас скажу, нарисовал, приходишь на следующий день, смотришь, да, это круто, фоткаешь еще на пленку, распечатываешь дома, смотришь, потом каждый день проходишь мимо этого места, смотришь на свой кусок, о да, круто, потом кто-то что-то подписал, ты так расстраиваешься. Я отношусь к этому спокойно, когда моя работа исчезает со временем. Мне кажется, за этим очень интересно наблюдать, потому что это такая жизнь работы, то есть она рождается во время процесса рисования, затем она какое-то время живет, стареет благодаря погодным условиям, благодаря каким-то случайным прохожим, хулиганам, которые что-то могут подрисовать. Это как будто такие некие морщины на лице рисунка, да. Мне кажется, то, что уличное искусство недолговечно, то, что оно может быть закрашено, испорчено, поверх работы может появиться другая работа, это очень соответствует нашему времени, нашему поколению. Все очень быстро меняется. Если хочешь, чтобы твоя работа осталась целая, нарисуй ее у себя в скетчбуке, либо на холсте, повесь дома, положи в сейф и никому не показывай. А если ты рисуешь на улице, на хофе где-то, и у тебя через 3 дня закрашивает, и ты потом пену изо рта пускаешь, ты будь готов, ты же на улице рисуешь. С трафаретом что хорошо, если ты его сохранил, если его забафили, ты можешь снова нарисовать. Ну что, баф — это наша жизнь, это правило нашей игры уличной. Мы рисуем, они красят, мы рисуем, они закрашивают. От этого никуда не деться. Если их не будет, то будет хаос на улицах. Если нас не будет, то будут чистые стены. Ну, что делать? Приходится играть по этим правилам. Ты когда делаешь работу, все, ты точку поставил, и все, она
принадлежит улице, а не тебе. И с ним может быть все что угодно. Если дом горит, то и работа горит с ним. Если он сносится, то и работа сносится вместе с ним. Ну, то есть это уже жизнь работы. Ну и помимо всего прочего, просто это как бы такая философская еще вещь, как замки из песка на пляже. Есть какой-то короткий момент, когда ты можешь содержать это, восхититься этим и оценить этот момент. А потом волна накатывает, смывает это, и не остается ничего, остается воспоминания. Когда я начал заниматься граффити, я не предполагал, что сама культура граффити, стрит-арта станет настолько массовой. То есть сейчас это просто везде. Это заполонило все, и да, и граффити, естественно, меняет свой облик. Первоначально в какие-то другие сферы уходит. Уже в дизайн, уже там в интерьер. Вот, и интересно, что будет дальше с ним. Конечно, некоторые старики, так сказать, скажут, да это уже не настоящее, это уже не то. Нет, оно все настоящее, оно просто меняется, вот и все. Это естественный процесс развития. Такое должно было рано или поздно произойти, мне кажется, потому что ничто не может оставаться на том вот этапе, на котором оно зародилось всегда. Все эволюционирует. Если это то, что сейчас хотят люди, если это то, во что вытекает то, чем мы занимались и то, чем будем заниматься, почему нет? Понимаешь, мы, я не говорю сейчас про нашу группу, вообще про течение, создаем какие-то уникальные вещи, которые до нас никто, скажем так, не придумывал. Мы какие-то первооткрыватели, наверное, в каких-то определенных ходах. И хорошо, что всем остальным людям это нравится, пусть они это используют в своих каких-то целях, почему нет? Меня это радует, это интересно. Грубо говоря, то, что тебе нравится, уже ты можешь видеть не только там, грубо говоря, среди своих друзей, граффитчиков, а уже и в рекламе, и в дизайне, и везде. И люди поадекватнее к этому начинают относиться, как бы популяризация, думаю, для меня идет на плюс. То, что сейчас эстетика граффити и стрит-арта приходит в массовое медиа, это хорошо. Это означает, что силами десятков тысяч художников по всему миру это движение было принято на, так скажем, можно сказать, финальном рубеже сознания большинства. То, что все, граффити это абсолютно точно нераздельная часть мировой культурной истории, так скажем. Непонятно, вот что такое граффити. Вот сейчас тяжело ответить, потому что это такой конгломерат, собранный из настолько многих вещей, и вот он как бы катится, и все больше добавляется, и в конечном итоге вообще непонятно, что из этого выйдет. И мне это как бы нравится смотреть на эволюцию, потому что она протекает очень быстро. Буквально 5 лет ты уже видишь разницу. И вот сейчас больше именно стрит-арта, и мне это направление нравится. Когда ты вписываешь, когда работаешь с архитектурой, когда ты чувствуешь и пространство, и какую-то душу, идею. Вот это вот, мне кажется, то направление, которое, мне кажется, правильным. Также есть такая интересная сейчас история, тенденция, это разделение на old school и new school. То есть ребята, которые себя позиционируют как авангардисты, abstract lettering и так далее. То есть отходят от классических основ граффити и полностью вот эти все каноны, правила разрушают. То есть old school граффити это прежде всего форма. Форма это прежде всего пропорции, да. То есть я не говорю, что они должны быть по линейке вычерчены, да. То есть, но гармония, которая достигается с помощью вот этих правил, она видна невооруженным взглядом.
Вот сейчас New School граффити это цвета, да, то есть это колористика. И опять-таки, как бы кто ни говорил, что это новое, на самом деле все, что повторяет граффити, то, что делает граффити, это хорошо забытое старое, да, то есть оно заимствует просто приемы из других художественных дисциплин, переносит это на стену. Да, я в какой-то момент придал большое значение терминологии, потому что я не мог понять, кем являюсь я. В моем сознании я делал граффити, все вокруг говорили, что я делаю стрит-арт, третьи говорили что-то третье. И в этот момент я понял, что действительно нужно разобраться в этом вопросе и понять, что есть что, как минимум для себя, а как максимум для того, чтобы объяснять это другим. Ну, подходов много, и разные люди интерпретируют по-разному, кому как нравится. Называть все ли стрит-артом. Кто-то говорит, что граффити — это часть стрит-арта, что есть такой большой стрит-арт, а внутри есть там граффити и что-то остальное. Кто-то разделяет это понятие, кто-то делит вообще на миллион там под этих подпунктов. Для меня граффити — это твой псевдоним и название твоей команды, да, и шрифты на стенах. Ну, иногда, может быть, персонажи, которые всегда идут, ну, или не всегда, но чаще всего идут в дополнение к шрифту. И уличное искусство, поскольку, ну, сам термин стрит-арт появился где-то в начале 2000-х, когда европейские граффити-райтеры, уставшие, ну, те, которым надоело писать свой тег, начали использовать вместо тега там логотип или каких-то там персонажей или, ну, какие-то узнаваемые символы. И, в принципе, с этого нам, как я это воспринимаю, с этого движения началось то, что сейчас называется уличным искусством. Нельзя стрит-арт назвать граффити, нельзя граффити назвать стрит-артом, но в целом это очень близкие по духу занятия. Вот. То есть я думаю, что это все-таки как бы братские занятия, скорее, нежели какие-то противоположные. Не совсем понимаю, когда ребята там осуждают. Я думаю, что правильное отношение, ну, дружеское должно быть, потому что все-таки мы одним занимаемся тем же делом. Мы работаем на улице, как бы, и граффити-райтеры, там, и уличные художники в одном котле как бы находятся, просто разные методы, скажем так, и разный смысл закладывается в работу. Я очень не понимаю тех людей, которые относятся слишком к этому серьезно. То есть мне кажется, что, ну, первое, что нужно сказать, кроме граффитчиков, граффити не нужно никому. То есть то, что ты пишешь имя свое, там, не знаю, там, Морик, там, или там, неважно, там, название любой команды, вот. Кроме как других команд, кроме как других граффитчиков, это никому не нужно, реально. То есть это неинтересно, это просто, ну, то есть как бы люди воспринимают это просто как визуальный мусор, вот. А чаще всего они даже вообще внимания не обращают. Мне кажется, какой-то эгоизм, когда ты делаешь что-то на улице и говоришь, что это только для себя. Люди также живут в одном с тобой городе. Это такое же их пространство, как и твое. Скажем так, мой стрит-арт – это мое. Это непосредственно нужно мне и никому больше. Да, неизбежно ты задумываешься о том, что люди это увидят, что об этом люди скажут, там, что бабушка пройдет, подумает, и, там, маленький ребенок. Ну, это отчасти какой-то, наверное, эгоизм, когда ты делаешь исключительно для себя. Нужно думать о других, но нужно учитывать то, что еще люди, по большей части, не понимают это все. Им сложно осознать, зачем человек рисует на улице. Ну и когда художники говорят, что им типа не важно то, что они думают, не важно то, что они говорят, то это все вранье, потому что если бы им было не важно, то они бы и не рисовали на улице, можно было бы дома рисовать спокойно, все в комнате. Вот. Никто бы не мешал, никакого палева, ничего. Вот. А если ты выходишь на улицу, то ты уже делаешь заявление, ты уже работаешь на аудиторию, и надо учитывать ее мнение. Но чтобы рисовать именно свое, чтобы рисовать именно для себя и наиболее честно это делать, мне кажется, надо стараться абстрагироваться. Но я вот это не понимаю, когда, знаешь, говорят, да, я там для себя рисую, как бы, мне кажется, это такой блеф полный, потому что если тебя посадить на остров, короче, тебя на остров на необитаемый отправить, ты там ничего не будешь рисовать. Там порисуешь первую неделю, но тебе это надоест, как бы, перестанешь просто, займешься чем-то другим. Не может существовать творчество без зрителя. Тебе всегда нужен какой-то фидбэк, ты это делаешь
либо для своих друзей, как минимум, да, для своей команды, минимум вообще, да, либо для людей в субкультуре, и максимум ты это делаешь для любого прохожего. Ну, конечно, мы хотим общаться максимально через свои работы со зрителем, потому что то, что делаем для себя, это остается там где-то у нас, да, в мастерских наших. А то, что делаем для зрителя, это выходит на улицы. И тут самое главное то, что ты несешь, да, какой заряд, какую информацию, что ты хочешь сказать. Мне важна реакция людей, то есть я скорее делаю для них, чем для себя. Вот, но не значит то, что мне важна их положительная реакция. Если ты занимаешься творчеством таким, который ты двигаешь в массы, то реакция тебе, конечно, важна. С одной стороны, тебе, конечно, по барабану, я вот, например, как рассуждаю в этом плане. То есть я все равно в каком-то своем стайле двигаюсь. По сути, мне похеру, там, допустим, кто что скажет, там, плохо это или хорошо. Конечно, приятно, если похвалят, но я все равно буду двигаться в этом стайле, потому что он мне лично самому нравится. А там, если кому-то не нравится, то насрать. В целом я прислушиваюсь на самом деле к мнению, я всегда не гнушаюсь там узнать, спросить там, что где не так и так далее. Вот. Ну и не считаю, что это западло, скажем так, узнавать, тем более у людей, с кем ты рисуешь. Но нужно думать всегда своей головой. И сейчас я, например, раньше, если мне говорят, что здесь плохо, некрасиво и неинтересно, если мне кажется, что в этом есть харизма какая-то, в каком-то неправильном ключе, то есть неправильном штрихе, линии и так далее, или там незаконченности какой-то. Если есть харизма, то я оставляю. То есть я очень сейчас много внимания оставляю харизме. Для меня в первую очередь важна эта индивидуальность. То есть, чтобы я видел по какому-то куску без подписи, чтобы я понял, что это за человек. То есть, если раньше я просто рисовал и оценивал там формы и прочее, то сейчас я оцениваю психологию человека. Через формы, через цвет можно понять человеческую суть, можно понять человека. То есть это очень важно. Получается какое-то смешение разных областей сошлось у меня на граффити. Как вот начал рисовать граффити, это первая мысль, которая меня посетила. Как реагировать на окружающий мир. Да? И довольно быстро я понял, что то, что я рисую, в первую очередь я рисую для себя. Отчасти я делаю граффити для граффитчиков, но это по олдскулу, да? Кто-то скажет, что это минус. Что, ой, да у вас граффити, оно делается для граффити художников. Простите, я такой путь выбрал. Я рисую граффити для граффити художников, да, для себя в том числе. Обыватель проходит мимо шрифта, и он спрашивает, что здесь написано и что здесь нарисовано. Мне даже неохота отвечать на этот вопрос, потому что я знаю, что люди, которые понимают суть граффити, они увидят то, что я именно пытался донести. Когда люди смотрят на шрифты, они видят что-то несуществующее. Поэтому они... Это, наверное, абстракция у тебя. Конечно, абстракция. Даже если я тебе сейчас начну объяснять, что это буквы, в которых есть контур с заливкой, они мне просто скажут: ты что, с ума сошел, что ли? А ты не мог нарисовать слоника там, или я не знаю, там. Знаешь, это как у меня было, типа, один человечек смотрит там на мой кусок и говорит: офигенный мотоцикл. Понимаешь? Вот. Это круто, как бы, конечно. Я просто смотрю и понимаю, как мотоцикл. И знаешь, у меня сразу начинают эти образы там меняться в этих шрифтах. Думаю, слушай, а реально похоже. Понимаешь? Вот. Ну, это на самом деле сложный вопрос, потому что люди все-таки будут всегда воспринимать проще какие-то образные, да, образные рисунки. Ну, так мы созданы такими. Мы не можем воспринимать то, чего мы не видели.
вся моя жизнь и все мое творчество — это, наверное, борьба. Поэтому сюжеты я тоже стараюсь выбирать такие, чтобы они не были просто для фана такого чисто визуального, но чтобы они были, они как-то цепляли. То есть они передавали какую-то эмоцию, с которой бы, наверное, там ни я, ни какой-нибудь прохожий не был готов там столкнуться внезапно на улице. Но при этом сталкивался, задумывался, и чтобы это служило отправной точкой для какого-то внутреннего диалога, для рефлексии. Время, оно меняет взгляды на те или иные работы на 100%, практически всегда, потому что хочется всегда больше, лучше. Если я смотрю какие-то свои рисунки начальные, они мне сейчас уже кажутся такими наивными, не очень осмысленными. Сейчас я стараюсь, я стал взрослее, меня больше проблем волнует, у меня больше вопросов к себе, к окружающему миру. И мои рисунки — это как ответы на то, что меня заботит вообще. Конечно, хочется, чтобы это было больше, чем просто рисунок. Чтобы это было то, не знаю, что заставило действительно людей задумываться. Потому что если такого не происходит, то тот человек сам для себя это делает. То есть, если ты не вносишь какой-то свой взгляд, свое отношение, не знаю, ко всему, к миру, там, к каким-то вещам, да, вообще свою позицию, если ты не выносишь, то это такая ленивая пассивность. Я учился на философском, и, в общем, мне это помогает в стрит-арте. То есть, практически все как раз работы, они больше... то есть в них важны слова. Философия — это слова, мысли, текст. По-моему, есть такие весы, типа есть идея твоя и твоя техника. И у тебя чем больше идеи, обычно тем более простая техника. И чем меньше идеи, тем ты подгоняешь технические всякие штуки. И я вот здесь именно. То есть мне вообще не важна идея. Мне важно попробовать разные техники. Конечно, техника это всегда завораживает. Ты идешь, смотришь, ничего себе. Но ощущение вот это, оно быстро проходит. А когда ты видишь, что человек туда вложил какую-то задумку, которая тебе близка, вот это цепляет очень сильно. Может быть, даже это в плане техники выполнено не на высоте, но если там есть мысль, она меня вот больше радует. Техника — это просто средство, а идея — это все. И особенно если вот эта ситуация, описанная в картине, проявляется в твоей жизни, то ты прям проходишь, да, в точку, у меня тоже вот так было, я вот даже хотела же так же сделать, но это просто сразу этот человек тебе очень близок становится, хотя ты, может, даже не знаешь, кто это нарисовал. Сейчас, делая свою серию работ, графичных образов, которые отчасти являются такими абстрактными и не всем сразу понятными, да, очень интересно наблюдать, когда я вот их делаю, на реакции людей. То есть люди в этих образах часто могут увидеть совершенно иные и новые смыслы, отличающиеся от сюжета, идеи, которые я заложил. И даже я сам для себя порой открываю какие-то новые грани сюжета, да, в процессе создания работы или по завершению. И мне кажется, это очень интересно, когда твое искусство, оно многогранно и для тебя, и для зрителя. Зачастую сюжеты связаны так или иначе с какими-то жизненными событиями. Мне кажется, это наиболее честно. То есть менее надуманные какие-то вещи и более отражающие. Помимо настроения, это могут быть действительно какие-то события. И вот сами рисунки, когда они тебе самому нравятся, ты когда вносишь в них душу, то есть в них в любом случае остается твоя позитивная энергия. И зритель, который ходит мимо, получает в любом случае, когда проходит и видит их, заряд энергии, потому что в любой работе вносится энергетика. Скажем так, проще всего, да, передать эмоцию злости, передать эмоцию, сделать какой-нибудь трешак, не знаю, потому что, может его интересно делать, может он наиболее эффектнее выглядит. Я даже не помню, почему например, я тоже сам этим страдал, делал какие-то уродливые штуки, вот. Сейчас как-то я так подуспокоился, сейчас мне хочется вообще отойти от этого всего детского ребятничества, хочется
делать какие-то более серьезные вещи, то есть работать с более интересными эмоциями. Выразить добрые эмоции, там, не знаю, радости, любви, счастья, выразить намного сложнее. Вот. Но в данный момент я хочу выражать только это, потому что мне это интересно, потому что знаю, что свет этой мысли, он может помочь обществу. Все-таки стрит-арт это не просто создание очередных графических изображений, не просто entertainment, но на самом деле я чувствую то, что на него возложена достаточно весомая социально ответственная роль. Я думаю, самым важным в стрит-арте является то, что ты можешь донести любую свою мысль до большого количества людей. И еще очень важно вытекает из этого, что у тебя должна быть какая-то ответственность. Ну и просто это сразу как бы диалог с обществом прям напрямую. И даже просто прохожий сразу начинает заговаривать. Это интересно, то есть не надо искать там галереи, чтобы выставиться, еще что-то такое. Все подходят и начинают, а что это вы делаете? И ты начинаешь разговаривать. И как-то большинство людей очень позитивно к этому относятся и начинают интересовать, а где можно еще работы посмотреть. И это очень приятно и здорово, и как-то люди интересуются, оказывается. Причем не обязательно это молодежь, что может быть люди в возрасте и совсем старички. Хочу вообще прям респектос огромный передать старушке, которая меня защищала. Она вышла со словами: ребята, я читала в газете, они называют себя райтерами. Вот что вы к нему пристали, он что, вам мешает? Он сделает красивую работу. Была ситуация, когда я рисовал на поезде и немножко не успевал доделывать, уже прям перед отправлением стояли люди на платформе, и мы рисовали. И я, отходя, чтобы посмотреть рисунок, случайно задел ногой баллон, он покатился. Я решил не тратить время, чтобы бежать за ним, потом заберу. Я докрашиваю уже последние элементы, и бабушка лет 70 приносит мне, говорит: вот здесь, вот твой баллончик, тебе вот там нужно подкрасить. Конечно, обратная связь важная вещь в уличном рисовании для меня лично. Ты получаешь вот эти вот комментарии какие-то, которые могут даже на работу твою повлиять в процессе или еще что-то. И не знаю, повезло, не повезло, но у нас в городе просто чудесные вообще жители и чудесные люди, которые гуляют по городу. Я редко встречал каких-то людей, которым не нравилось то, что я делаю, или какие-то фразы неприятные в свой адрес не слышал. Все как-то очень душевно происходило, тебе на чай могут позвать, ты можешь у них краску оставить у жителей. Люди это видят, и им важно, что ты поделился чем-то, а еще когда удивляются, что ты это делаешь это бесплатно, покупая свои материалы или еще что-то. Вот. И когда люди это видят и осознают, что такое бывает, то это очень для некоторых сказывается позитивно. Потому что одна тетенька мне спустя 2 месяца приходит на то же место и мне говорит, что слушай, мне твоя история, конечно, впечатлила, и я решил просто в своем дворе сажать цветочки. Просто для меня стало таким средством самовыражения. То есть, чтобы просто делать что-то от души, но также свободно и не спрашивая ни у кого. Я просто вышла во двор, начала копать грядку, 1, 2, 3. Через 3 месяца у нее просто был, действительно серьезный Да, круто. Это факт такой, что мотивирующий фактор. Русский человек, его зона комфорта, она ограничивается его жилищем, к сожалению. Но мы ее расширяем путем нанесения своих рисунков. Мы пытаемся это сделать красиво, и пытаемся, чтобы люди как-то тоже донести это. Да. И вот то, что женщина, допустим, цветочки сажала. Мне кажется, круто, если бы каждый человек пытался бы сделать что-то полезное вне своей зоны обитания, мы бы жили просто в утопическом, офигенном мире, и это было бы... Мы все бы были счастливы, но, к сожалению, система не такая, и они еще критикуют нас за то, что мы проявляем инициативу, и это, печально. Я понял, все зависит от подхода. Если начинаешь рисовать и рисуешь изначально в маске,
оглядываешься по сторонам, палишься, то ты прям притягиваешь к себе, даже прохожий скажет, ты что здесь делаешь, козел, типа такого. Ну, мы как делали? Просто чем наглее, тем незаметнее. Есть такая поговорка. Мы приходили, у нас было там по 40, по 50 банок. Мы вот так вокруг ларька выставляем все эти 40-50 банок. Ну, как бы видно, что ребята убегать-то не собираются, да, и как бы, ну, если человек здравомыслящий, то он, наверное, так не будет раскладываться, если это как нарушение, да. К нам подъезжали тоже сотрудники, и мы такие, ну, вы видите, что мы тут разложились, что глупо просто задаете. Ну, то есть все должно быть максимально открытым. И в тот момент, когда органы милиции, полиции подходят к тебе, не нужно убегать, там, оглядываться на них, как-то смотреть, нужно максимально спокойно себя вести. Вроде хочешь украсить город, а к тебе относятся как к преступнику. Вандализм, вот стены портят. То есть для людей сам факт вообще тоже на стене рисуешь, и мне уже не важно, что там будет вообще, с какой целью это делается, просто сам факт. Ну, чувак с баллончиком на стену, значит он портит автоматически, значит вандал, надо вызывать милицию. Вот да, без этого никак. То есть угодить всем невозможно, и если ты рисуешь где-то в общественном месте, то само собой найдутся люди, которым это не понравится. Поэтому стараюсь рисовать там, где это максимально будет безболезненно для общества происходить. Со временем, как мое уличное творчество ушло в русло стрит-арта скорее, чем граффити, мне стало интереснее гораздо работать с местом, находить атмосферные места с некой историей. Я не позиционирую себя захватчиком города. Я стараюсь заполнять городские пустоты, заполнять места, которые нуждаются в этом. Для меня очень важна контекст и фактура. И работа, по сути, уже есть здесь. Я просто ее визуализирую. Поэтому здесь, нет у меня таких запарок, что я особенно хожу, думаю. Она как будто здесь уже есть. А я просто пришел и нарисовал ее. Бывают стены, которые просят. Вот есть, как холст, он стоит пустой, такое бельмо, и он просит. Ну, то есть это вот вырабатывается, наверное, там с определенным временем, чувство того, что где можно, где нельзя. Культурные памятники, но все это находится под табу, это совершенно естественно. Это, я думаю, даже для вандалов такие места находятся в каком-то поле запретном. Я считаю себя культурным человеком, поэтому я не рисую на церквях, на каких-то красивых домах, там памятниках. На фасадах домов. Да. Как бы, нужно отстреливать эти вещи. Ну, по памятникам я бы с удовольствием порисовал бы. Мне все равно, памятник, не памятник. В любом движении, в любой культуре есть то, что ее портит. Вот, но и есть как бы множество хороших вещей. И если ты видел только то, что ее портит, не нужно думать, что она как бы вся такая. Если ты увидел там какие-то истеганные мраморный памятник, то не должен думать, что это граффити, и как бы все граффитосы такие. Ну, поскольку я, в принципе, не занимаюсь вандализмом, мне не интересны все те места, за которые у меня могут быть какие-то проблемы, скажем так. Какое-то нелегальное рисование для меня не очень интересно, потому что я люблю рисовать там, где мне не будет никто мешать, меня не будет никто напрягать, то есть там, где я могу расслабиться и сконцентрироваться чисто на своем творчестве. Мне нравятся заброшенные здания, где нет ни одной надписи. Можно сказать, это как мертвые стены. То есть, когда делаешь на них свой рисунок, то ты, грубо говоря, их оживляешь. И плюс фактуры, какие-то отломанные куски стен. То есть я обожаю вот эти все места, и формы зданий, и архитектура, когда твои какие-то слои краски обыгрывают эти формы и создают какие-то изображения. То есть вот в этом интерес. Бумага или холст такого не дает, то есть ограниченное пространство, и ты попадаешь в рамки. На улице рамок нету. На улице больше людей, которые могут увидеть твою работу. Больше возможностей. Лист, он как бы заканчивается на своих полях, а улица не заканчивается. Улица может идти от стены на пол, может продолжаться по асфальту, перейти на другую стену. В принципе, в
каждой из поверхностей есть свои плюсы, которые тебя наполняют, которые ты можешь делать по-разному. К примеру, там, делая те же там кучу графических работ, скетчей, ты можешь их делать дома спокойно, там, с чаем, абсолютно в одном состоянии. Улица тебя подзаряжает абсолютно по-другому. Те же прохожие, которые с тобой периодически общаются, да, чье мнение ты выслушиваешь, ты от них заряжаешься. И порой, даже не столько, прохожие наблюдают за тобой, сколько ты наблюдаешь за прохожими и вообще за людьми в твоем городе, что тоже важно, ты чувствуешь людей лучше. Когда люди говорят, что вот, типа, это негативный рисунок, или нам не нравится то, что ты рисуешь, я говорю, вы имеете право на свое мнение, это всего лишь ваше мнение, этот рисунок, это мое мнение. И то, что никто не давал мне права его здесь и сейчас рисовать, не отнимает у меня этого права. Если вы не рисуете и не самовыражаетесь, это не значит, что я не могу этого делать. Не хочется вторгаться со своим рисунком в сложившуюся среду, то есть не хочется разрушать ее, не хочется как-то людям мозолить глаза, то есть это всегда неприятно. И мне также неприятно видеть там бомбинг какой-нибудь, когда он неуместен. То есть есть уместный бомбинг, такой бывает, а есть неуместный. И поэтому первый критерий, которым я руководствуюсь, скорее всего, возможность не навредить. То есть, как у врачей, если говорить не навреди, я думаю, надо клятву графическую сделать, типа не навреди. Я прежде всего думаю, что если я хочу где-то нарисовать, то не будет ли потом тем людям, которые тут живут или проходят, неприятно, либо какие-то дискомфорт будет вызывать то, что я сделал, то есть сотворил. То есть, мне не хочется никому вредить своим творчеством, на самом деле. То есть я за то, чтобы творчество помогало, а не вредило людям. Я очень люблю спокойные, очень безлюдные места, когда есть солнце, небо и все, больше ничего нет, ни шум машин. Идешь по городу, смотришь, стена такая, ты думаешь, вот эта стена, я хочу тебя, стена. Подходишь к этой стене, трогаешь ее, а она такая, прям, как тебе нужна. И вот тебе вдохновение. Пришел домой, взял банки. А если стена что-нибудь нельзя на ней рисовать, ходишь вокруг нее прям каждый раз. Ночью потом пьяно идешь, ты гонешь на ней. Типа забил место уже. Начинаешь думать, как бы ее покрасить. Я стараюсь находить какие-то строечки и там зависать. Вообще с утра собираюсь как на рыбалку, беру с собой красочки, сумки, все, валики, там все это прокатывать, чтобы очень круто, детально подготовиться. Но иду импровизирую. То есть у меня просто краски с собой. И пока я иду, я всегда думаю, что бы мне нарисовать, что нарисовать. Сейчас новых мест вообще люди не придумывают. Я имею в виду граффити-художники, они вообще не придумывают новых мест. 90% холлофеймов и всяких дворов, которые сейчас рисуют, это все придумано в 2000 году. Вот реально, 2000 год, все, больше потом люди перестали. Потому что уже, опять же, культура поменялась, то есть, чтобы быть граффитчиком, то есть, ты должен приехать на Hall of Fame, уже существующий, и бахнуть там шрифтона. А раньше, какой Hall of Fame, какой шрифтона, ты сам идешь и говоришь, о, неплохая стенка, знаешь, как мышами заросла, прям даже стенки-то не видно на самом деле. О, вот здесь крутое место. И начали рисовать, и все, и весь Питер понесло. Сначала даже спрашивали, а можно мы вон там порисуем? Спрашивали, представляешь, а можно мы вот рядом с вами сделаем? Потому что была просто голая стена и только наши два шрифта. Вот однозначно мне не нравится кого-то перекрывать или рисовать на Hall of Fame, потому что, стен так много в городе, зачем цепляться к какому-то одному месту и накладывать там слой за слоем. По мне так лучше сделать просто больше кусков в разных местах. Фоткаю тоже стены в городе, как-то записываю адреса,
постоянно идешь, то есть продумываешь какие-то, где-то уже есть такие внутренние галлюцинации того, что там может быть, скажем так. То есть, что бы ты там сделал. То есть... Ну, это, конечно, жажда признания, жажда адреналина, потому что все видят сразу, у тебя огромный трафик. То есть то, что ты сидишь рисуешь дома, ну, видят твои друзья, знакомые, ну, может быть, еще некоторое количество человек. А тут ты просто вообще взрываешь. И люди, которые вообще не знают ни тебя, ни какого-то искусства в целом, просто вот они идут на работу и видят что-то. И ты, может быть, сподвигаешь их на что-то интересное, может, они задумаются, а может быть, им и не понравится. Но эмоций намного больше, чем это домашнее искусство такое. Да и совсем другие ощущения, другой масштаб. Стенка все-таки, у нее есть своя фактура, своя жизнь, даже если в каком месте она находится, у места есть своя какая-то атмосфера. Это вообще совсем разные штуки. То есть сама атмосфера места может тебя на что-то подвинуть. В последнее время скорее поиск места под идею. То есть есть проект, и уже какое-то понимание, как он будет выглядеть, и я просто ищу места. Очень много вариантов, и как-то все это взвешивается, что лучше. Ну, естественно, это как-то может влиять на проект, потому что каждое место обладает каким-то смыслом, контекстом, и это тоже очень важно. Но если с этим работать, то есть это вообще когда-то было таким открытием, что если проект делать специально еще для какого-то места, насколько сильным может быть это сочетание. Я помню, что один раз очень поздно уже собирал веревки и спускался вот вниз, там, внутри здания лестницы. Спускался вниз, и мне на встречу попались 2 милиционера. Они, видимо, здесь патрулируют от всяких криминальных элементов. И они меня спросили, что здесь делаешь? Я говорю, ну вот, картинку рисую, показал им веревки, там, снаряжение. Они, ну ладно. И никаких проблем не было. Ну, потому что мы рисовали не баллонами, а обычной фасадной краской. А в то время еще как-то не принято было рисовать граффити фасадной краской. Да и сейчас не очень это распространено. Если ты баллончиком рисуешь, значит ты, скорее всего, вандал. А если краска, то ты вроде как нет. Когда же ты делаешь кисточкой или валиком, у тебя сразу другая в публичной среде репутация. Ты сразу воспринимаешься как художник. Либо как маляр. Но я в данном случае был маляр. И даже ни разу ко мне не обратился человек с вопросом, что я здесь рисую, но неоднократно говорит, а вы закрашиваете наконец-то. То есть мне очень нравилось, что я нахожусь в публичной среде, что-то делаю при всех. Делаю, на самом деле, свое, но настолько похожее на работу маляра, что всем кажется, что это работа маляра, и меня хвалят. Я себя вот сама не осознаю, не идентифицирую, как-то не позиционирую, как вот, посмотрите, я девочка, которая рисует на стенах, я вот такая там необычная. Я как-то об этом не задумывалась никогда. Но суть в том, что сложностей никаких нет. Может быть, даже есть плюсы какие-то, которые там могут возникнуть ввиду анонимности. Ну, то есть девочка такая, ну, я ни при чем, потому что я там это могла сделать, да, ну, ребят, вы что, посмотрите на меня, я тут маленькая, что я могла вообще. Я не буду сопротивляться, если моя дочка в какой-то момент захочет рисовать граффити спреем на стене. Если там ее будет брать милиция, ну, это ее выбор был. Если она будет заниматься этим, это фанатично, то я ее не смогу переубедить, потому что если это у тебя в голове, ты от этого никуда не денешься. И запрещай, не запрещай, я не уверен. Как-то меня отметили очень сильно гопники, когда мы рисовали тут на Ладожске под мостом, почти всю одежду, там у чувака кеды, в которых он шел, и мы зимой шли домой, ну, все равно ты потом через пару дней идешь под этот же мост, боясь, конечно же, но так же доделываешь тот же кусок, который ты не доделал. Очень трудно отбить желание у кого-то, тем более у ребенка, если он очень фанатично чем-то увлечен. Я работал и тратил зарплату всю как бы на краску. И моя девушка не понимала и ушла от меня к другому. Я такой, окей. Ты там, уличный художник, какая-то хрень такая. Что за фигня такая? Почему там ты не в офисе работаешь, почему ты не менеджер? Такое не дело.
Ну, есть такие моменты, бывает иногда, там, особенно у новых знакомых. Это словами просто нельзя объяснить, когда ты встречаешь новых людей, и они как бы тебя понимают. Потому что чаще всего, когда ты там начинаешь говорить какому-то человеку, что я занимаюсь граффити, ну ты же не можешь объяснять, что там есть паблика, там стрит-арт, это вот это. Ты просто говоришь, я занимаюсь граффити, и он делает неправильный вывод. Ты занимаешься граффити. Вот. А чем ты, блядь, занимаешься? Вот мы, говорит, на тебя смотрим, не работаешь, на велике катаешься. Я такой, что-то думаю, вопрос, короче. Я говорю, ну вот я занимаюсь этим. Говорит, а зачем? Я говорю, ну как зачем? Ну, вот мне скучно жить, мне скучно ходить на работу, мне скучно, там, я не знаю, вот, ну вот жить так, как вот жили там мои предки. То есть вот они жили там, допустим, моя бабушка проработала 40 лет медработником. И какая у нее пенсия? Что она получила от государства? То есть понятное дело, что люди искусства никому не нужны. Тут вообще никто никому не нужен. Если у тебя есть желание рисовать, ты будешь рисовать где угодно, в каком угодно состоянии. Все зависит только от тебя. То есть все окружающее будет давить на тебя всю жизнь. С возрастом еще больше и больше. Твои сверстники будут смеяться над тобой, тыкать пальцем, говорить, что ты застрял в детстве, что пора жениться, пора детей. Копы будут тебя ловить, штрафовать, бить. Это бесконечный процесс, как бы. Если кого-то это пугает сейчас, то лучше остановиться. Дальше будет только хуже. Конечно, вот эта фанатичность, она немного угасает. И с каждым годом, я думаю, со мной многие соглашаются, что с каждым годом как бы придерживаться и нести вот этот груз опыта за собой, это не так уж и, скажем, легко. Очень много было ситуаций в жизни, и супер тяжелых, и вообще очень жестких. И в любой ситуации, я думаю, главное не бросать рисовать. Какие-то были мысли, типа, забросить граффити, но я потом подумал, что, типа, раз меня граффити привело к аэрографии, какой-то там графике, да, к компьютерному дизайну, зачем я буду отказываться от такого инструмента, который меня наводит на новые места, на новые техники, открывает во мне какие-то вещи, и я, как бы, ну, нельзя это даже делать, это глупо. Я вообще боюсь представить себя не рисующим. Будь это, ну, все что угодно, холсты, стены. Я живу этим, я реально боюсь, ну, то, что я там не буду рисовать. То есть, в принципе, я тогда не знаю, что мне нужно будет делать. То есть для меня рисование — это, наверное, это моя жизнь. Это уличное искусство требует от тебя навыков вообще любых. И ты иногда оказываешься в таких ситуациях, в которых просто никогда бы в жизни не мог подумать, что ты оказался. Вот, я сам никогда не рисовал на электричках, но при этом столько раз был на культовых спотах, на которых ребята вливали холл-трейны при мне, что, ну, это такие эмоции. Мы однажды в Челябинске делали холл-трейн с ребятами, 6 вагонов заливали, и, ну, там нам пришлось побегать на самом деле. Ну, смотри, граффити круто, мне вот нравится, что оно, это командный вид спорта. Там вы фигачите здоровый шрифт, там, четвером, там, пятером, слаженно, там, да, это еще и быстро так происходит, как бы энергия, такой взрыв, как бы энергии около стены происходит там, на 5 минут. А вот знаешь, там в депо есть громкоговорители, которые объявляют там поезд. И вот в эти громкоговорители женский голос говорил какие-то там нарушения органам милиции там прибыть на такую-то платформу. И вот, и мы в этот момент бежали, и у меня вот такие были ассоциации, как будто бы война какая-то, короче. Ты бежишь, и тебя, знаешь, как будто с вышек расстреливают, и еще и кричат: ловите его, ловите его. Вот реально такая была паранойя жесткая, просто. В
первую очередь это адреналин. Это ты приходишь, ты не знаешь, каждый раз вроде на одно и то же приходящее место ты приходишь, знаешь весь расклад, но в то же время может случиться все, что угодно. И самый интересен факт пробивания спотов, выезды на конечные станции, пропаливать все, смотреть, как, короче, чувствуешь себя как в окопе на войне. Все серьезные граффити-художники, они вообще на шифре на полном. Ты видишь Ботана по улице, который идет, но он только что Хулкара метро сделал. И все, и нифига ты не скажешь, короче. Граффитчик — это прежде всего ниндзя. Да, можно конфликтовать со всеми, драться там с охраной, но самое крутое, когда ты думаешь головой, разрабатываешь стратегию, делаешь, и у тебя все получается. Потом, опять же, определенный кайф, то, что ты сделал, да, это ночь, ты не можешь нормально сфотать, ты потом едешь там куда-то, отслеживаешь ее по расписанию, палишь там, и потом ее ловишь, и это, опять же, это кайф в том, что когда она проезжает днем, все люди смотрят на это, реагируют по-разному. Реакция прохожих мне всегда была интересна, даже когда ты делал панель, ты едешь в этом куске, ты смотришь в окно, тебе супер интересно, когда люди останавливаются и смотрят, пытаются что-то понять, открыть глаза, отстраниться от своей ежедневной рутины, то есть хотя бы на миг и понять, что происходит вокруг меня. Почему-то кто-то как-то однажды или дважды там решил, что электричка должна быть вот такого цвета, там дом должен быть вот такого цвета. Люди разные, у каждого свое мнение. Я хочу, чтобы дома и электрички были в моих кусках. Если поезд разрисованный, он же едет, он не сломанный, у него все вагоны функционируют. Где здесь вандализм? То, что он другого цвета стал, это вандализм. Граффити можно квалифицировать по статье 214 Уголовного кодекса «Вандализм». Вандализмом признается осквернение зданий, порча общественного имущества и транспорта. Статья подразумевает наказание большим денежным штрафом, исправительными работами и даже арестом на срок до 3 месяцев. Особое внимание вандальные граффити-райтеры уделяют рисованию на поездах и вагонах метро. Это направление в граффити особо опасно и приносит немалый ущерб. Согласно имеющейся статистике, ущерб РЖД от граффити-вандализма за период с 2012 по 2016 годы составил 84 миллиона рублей. Затраты на перекраску одного вагона электропоезда составляют порядка 15 тысяч рублей. Именно граффити-бомбинг является самым массовым направлением в граффити, тем самым формируя общественное мнение ко всей культуре в целом. Бомбинг требует быстрой отлаженной работы и несет в себе одну цель – визуального захвата улиц. Для этого райтеры часто объединяются в команды, распространяя название своего коллектива на все городские поверхности. Знаешь, что у нас команда людей, которые просто в жизни настолько все разные. Каждый идет своей дорогой просто вообще. Что, в принципе, только граффити нас могло свести вместе, больше никак. И, понимаешь, граффити, что вот мне очень нравится, что оно сводит тебя с огромным множеством интереснейших людей. То есть это вот общение, встречи. Я бы никогда в жизни не познакомился с таким количеством людей интересных. То есть один момент интересный, что ты можешь приехать в любую страну мира, неважно какой ты религии, какой у тебя цвет кожи. Если ты рисуешь граффити, то в этом. Будучи в Европе, я как бы срисовался с испанцами, с немцами. В принципе, находясь с ними как бы, и слушая их язык, я все это понимаю. То есть разговоры одни и те же. То есть там что лучше, скинникап или фэткап, там, знаешь, испанская Монтана или все-таки немецкая. Там. Все об одном, как бы, и все это очень понятно. Вот, и это очень здорово, что как бы, наше увлечение объединяет нас. Нам не нужно какого-то языка, то есть граффити — это наш язык. В коллективе мне интересно рисовать из-за общения по большей части. Мне интересно делать какие-то совместные вещи с людьми,
когда есть процесс, не так пришел к стене, только ты здесь рисуешь, ты здесь рисуешь, классно. Пум-пум, что-то нарисовали, потом я вот этот свой дымок там сделал, там всех соединил, класс, коллаборейшн. Ну, как коллаборейшн, так это общая стеночка. Вот, ну, мне больше интересно, этого маловато, как бы не хватает несколько такого совместного творчества, когда есть момент продумывания вообще, то есть от и до, от каких-то от начала, там, эскизов, идей и до реализации. Мне до сих пор даже легче рисовать свои проекты сольные. Они легче получаются, чем командные. Команда требует все-таки какого-то компромисса. И компромисс — это уступки, это не до конца то, что ты хочешь. Вся история совместных проектов, она, конечно, ограничивает, грубо говоря, в чем-то. Она не может, грубо говоря, там, индивидуально раскрыть человека на все 100%. Но с другой стороны, когда мы работаем с Ильей, мы раскрываем очень много интересных аспектов, важных моментов, которые ты можешь не замечать это в работе, одному. Ну да, мы, грубо говоря, друг друге помогаем открыть какие-то новые грани, допустим, обсуждаем что-то, находим в этом новый экспириенс. То есть наша задача, иногда не только просто взять, выйти, рисовать. У нас наоборот именно задача в том, чтобы к каждому вот этому совместному рисованию мы находили новые вопросы и решали их вместе. Потому что когда два человека решают именно общий проект, то решение происходит абсолютно вообще иначе по сравнению, если ты делаешь это один. Я для себя поставил такой подход, что относиться к любому рисованию как к маленькому проекту. И постоянно пытаться делать стенку, чтобы она была лучше предыдущей. Но я больше люблю все-таки постоять, повозиться, поподрезать. Там. Я быстрое граффити не очень люблю, потому что, возможно, моя техника мне не позволяет делать его настолько качественно, чтобы мне потом было за нее не стыдно. Естественно, конечно, я рисую иногда что-то такое просто ради атмосферы, ради там некого там адреналина, чтобы с друзьями как-то сплотиться, провести веселое время. У всех на самом деле разные мотивы, и движения тоже разные. То есть кому-то нужно сделать больше кусков, вот. Кому-то нужно немедленно, он понимает, что если сейчас существует, допустим, какая-то проблема в городе либо в мире, он думает, что если сейчас ее не выражу, то потом она будет неактуальна. И человек просто собирается, и независимо, хоть минус 50, хоть наводнение, и он идет, и на то место, где ему надо делать, он просто это делает без забот. Когда ты делаешь что-то на улице, ты не можешь все просчитать, все предугадать, потому что здесь это стихия во всех смыслах, и в смысле физическом, то есть там дождь и, не знаю, огромная высота, все эти вещи, с которыми приходится бороться. И в смысле, общественном, ты не можешь предугадать реакцию людей там, и не можешь предугадать милицию. Атмосфера действительно очень разнообразная, будь то рисование в городе, это ночной город, дождь, снег, да, буквально минус 30 по колено в снегу, сидели в сугробе, ждали, когда куда-то уйдут охранники, там, проедем, ездили и что-то. Рано или поздно ловят всех, там, будь ты хоть там, я не знаю, трижды опытный там, или максимально там осторожный. Ты не застрахован ни от чего никогда. Это все иллюзии. Там. Да, нужно чекать, нужно смотреть внимательно место, там, нужно готовиться. То есть я предпочитал дважды лучше как-то подумать. И... То есть опять же вопрос скорости и вопрос техники. То есть мне хватало там 5 минут, чтобы что-то сделать, и это действительно было быстро. То есть чем быстрее ты можешь это сделать, тем меньше у тебя будет проблем. Во-первых, я никогда не убегаю. То есть я за все время своей активности не помню, чтобы я убегал. Это все мое! Вы что? Кирилл совсем закрывает, чтобы они у тебя остались в порядке. То
есть у меня всегда было ощущение, что так или иначе я прав, и так или иначе я смогу договориться. Но были случаи очень плохие, то что однажды просто пьяная патрульная машина, пьяные сотрудники, тогда еще милиции, поймали, и просто я всю ночь просидел прикованный наручниками к батарее, и просто сходили, меня и били постоянно. Чем быстрее бежишь, тем сильнее бьют, если поймают. Ну, были случаи, вот, например, ты когда рисуешь, да, со спины не видно, что ты взрослый парень. Как бы многие прохожие думают, что ты просто тинейджер, типа, особенно если у тебя там шапка с помпончиком. Вот потом они подходят с такой предъявой, начинают там тебе что-то выговаривать. И ты оборачиваешься вот с такой бородой, с такой щетиной жесткой. Да, и как бы, ну, они сразу приседают немножко. Да, у них аргументы тут же, короче, заканчиваются. Все друзья с моей тусовки, вот прям вообще все, хотя бы раз ходили на бомбинг со мной, или что-нибудь красили там. Ну, в смысле, ты пшикаешь, остается след, это просто не может тебя не захватить. Это по-любому тебя заинтересует. Альтернативой нелегальному рисованию для многих уличных художников стали фестивали, которые с начала 2000-х годов все чаще проходят по всей России. В крупных городах организовываются международные проекты, на которые съезжаются художники со всей страны, а также и авторы из-за рубежа. Теперь у художников есть возможность воплощать свои идеи на законных условиях и создавать все более масштабные объекты. Я считаю, что фестиваль — это очень классно, здорово. Это позволяет художникам собраться в одном месте, познакомиться между собой, пообщаться. Люди новых друзей, единомышленников приобретают, обмениваются опытом, контактами и развиваются вместе. Ну, фестиваль — это очень крутой способ для саморазвития, да, то есть пообщавшись тут вот за 2-3 дня со многими ребятами, я там для себя очень много нового узнал, там познал, вот, и появились какие-то новые мысли, новые идеи, вдохновения, то есть, наверное, в этом и есть как раз самая ценность этих фестивалей. Не то, что ты приезжаешь там показать себя, а, наверное, в первую очередь, что от других еще там какой-то опыт получить. Для меня фестиваль вот именно момент такого какой-то подпитки. Поэтому такие фестивали очень здорово. Я понимаю, что я уеду, и вот этот заряд такой добрый очень, он останется, и его надо периодически подпитывать. Это развивает, фестиваль очень развивает. Какие-то новые эмоции, ты что-то пробуешь новое. Да, это вообще лучшее, что может такое быть. Потому что когда ты просто ходишь у себя в городе, там во дворах рисуешь, это одно, а когда ты едешь на фестиваль, знакомишься с кучей народу, тусовки, какие-то движухи, это вообще офигенно. Это, пожалуй, вообще больше, самое большее, что меня привлекает вообще в граффити. Стенка, сделанная под эгидой граффити, это не является граффити. Да вообще не круто. Вообще не является. Тебе выделяют стенку, краску привозят, оплачивают жилье, да. Тебя еще кормят. Да какое, это граффити вообще? А рядом стоит милиционер, который тебя охраняет. Да это пипец вообще, ребята, да боже мой. Это не граффити. Ну, насчет легальности, это тоже такой вопрос. Мне кажется, если граффити станет полностью легальным, оно перестанет быть граффити. Понимаешь, сейчас вот из-за того, что создаются все условия для того, чтобы это делали, из этого ничего крутого, по большому счету, не получается. Они поняли в свое время, как можно истребить эту заразу. А давайте-ка мы ее легализуем, ребята. Они очень четко подошли к этому вопросу. Но все равно, когда не будет денег на фестивале и когда будет... Вот это будет круто. Да. Именно это и есть вся суть. Вот когда не будет продаваться краска, когда будет только хлеб по талонам выдаваться на улицах и будут танки ездить, а граффитчики из вот этих сотен останется 10 человек, и они будут
черным мазутом, валиками, да, делать свои имена, вот это будет граффити. Это, понимаешь, вот что для меня граффити? Я вот хожу на улицу рисовать, потому что я люблю это делать. Выйду, у меня спятся, я пойду быстро порисую, я приезжаю, у меня мелкий стоит, папа, хочу чай, я говорю, пойдем, там, знаешь, сделаю ему чай, сам фоточку обрабатываю, там, скидываю его в Инстаграм, в соцсети, неважно. А вечером, знаешь, сижу, пью кофе и думаю, холстец есть, слушай, сделаю-ка я холст. Сажусь, там, достаю там аэрограф свой, там, еще что-нибудь, придумываю какую-нибудь идею, сажусь, делаю холст. Что из этого выходит? Выходит то, что одно другому не мешает, понимаешь? Мои творческие интересы, они вот тяготили к чему-то более сложному в плане вот рисования, и поэтому вандализм 30 секунд ночи по темноте, вот он стал мне интересен. А вот прийти днем поработать, подольше поковыряться, это стало интересно, и поэтому нелегальные работы там последние 10 лет можно по пальцам пересчитать. А впоследствии я понял, что, а можно вообще сидеть в мастерской и рисовать совершенно другие вещи. И просто-напросто фокус за 10 лет перемещался постепенно в сторону студийной практики. Я считаю, что многие художники проходят такой же путь. Я думаю, что не надо строить каких-то, самому себе рамок. Там, если ты уличный художник, то ты там только уличный художник. В первую очередь художник, а то, где ты себя реализуешь, это уже, по-моему, вопрос второй. То есть можно рисовать на чем угодно, где угодно, как угодно. Главное рисовать. Просто каждый расставляет для себя приоритеты. Я вот стараюсь не ставить для себя рамок. У меня нет такого, что я могу сказать, что я вот через 5 лет буду только галерейным художником, или я через 5 лет буду рисовать только на заказ. Я буду делать то, что я хочу. Мне ничто не мешает делать заказы, рисовать на поездах, рисовать на улице, рисовать стенки по целым продакшены с крутыми мужиками в Европе. И в принципе это здорово. Вот это как раз очень такой положительный фактор в граффити, то что опять же ничего не ограничивает. Ты можешь рисовать и холсты, и стенки, и все, что тебе нравится. Для меня, например, не важно, там, холст я делал или я на стенке порисовал, для меня все это я сделал, мое творчество, да, но пойти там побомбить, это такой отдельный такое действие, отдельный перформанс такой тоже, там, социализация, там, опять же, с друзьями, там, это плюс тебе еще понятно, что ты идешь, вот это все делаешь, и ты такой немножко в молодость такой проваливаешься, в молодость я могу сказать, потому что я там 20 лет, считай, рисую, да, все-таки такой в прошлое, как бы я проваливаюсь там в какой-нибудь 99-й год, грубо говоря, да, это так интересно. Боббинг тут, не знаю, лично для меня это важен именно сам процесс, вот именно вот этот момент, в который это все происходит, за какое количество времени. Да это порыв души такой, это больше действия, понимаешь? То есть тут такое творчество, которое непосредственно связано с действием, и вот в нем больше действия какого-то, понимаешь? Иногда залить что-нибудь и обводить. Мне вот этот сам момент очень прямо приятен. Он просто приятен, как процесс творческий. Все. И когда ты работаешь с твоими формами знакомыми, которые ты можешь сочетать как-то. Когда ты проводишь у стены 3-4 часа, вылизываешь линии, высчитываешь цвета, создаешь композицию, как-то все это с привязкой к месту, я не знаю, с привязкой к фону. Это граффити. Почему я это начал делать, не знаю, просто попробовал, мне понравилось. Я никогда всерьез не буду осмысливать, почему я это делаю. Просто потому, что мне это нравится. Скорее всего, это просто обычное желание заявить о себе. Многие об этом говорили, я, наверное, придерживаюсь этой точки зрения. Если тебя вот эмоции подпирают, да, и ты чувствуешь, что сейчас что-то надо сделать, но ты вроде и не знаешь, что у тебя внутри происходит, ты делаешь клеймо какое-то все. Пам. Я был здесь, и вот и все. Обывательское мнение, что граффити — это тема, которая там наши серые стены делает
красивыми. Это все полная чушь. Граффити — это эгоизм. Чувак хочет написать свое имя лишь для того, чтобы его заметили, чтобы увидели. Ни хрена себе этот чувак повешал здесь свой кусок. Граффити — это эгоизм в самом таком чистом виде, дистиллированном, естественно. Ты занимаешься, по сути дела, самопиаром. То есть 99% граффити на свете — это когда выходит мальчик и пишет свое имя там. Либо сложно, либо просто. Но вот именно это и есть граффити. Именно это и есть эгоизм. То есть, что касательно меня, мне не интересно писать мое имя, да, я могу написать все, что угодно, да, там. Абсолютно не важно. Мне важно обыграть буквы, для меня буквы важны. Но граффити, да, это имя, это эгоизм. Граффити само по себе изначально было написание своего имени, да, ну, то есть, как бы там, можно спорить, не спорить, но вот из этого все вытекло. И это нормально, это традиция, да. Есть какие-то рамки, традиции, я к этому отношусь как к традиции, можно, ну то есть вот есть правила, их можно нарушать, можно не нарушать. Но с другой стороны, я также не отношусь к этому как к эгоизму или какому-то самолюбованию, что вот я пишу свое имя. Нет, это просто работа над формой. Вот человек выбирает себе поле деятельности, да, как логотип, как знак, как что-то. Это просто сочетание букв, над которым ты работаешь. Но так же, как и я, когда был маленьким, там, ну сколько мне там было, лет, наверное, 15, когда я смотрел вот эти вот теги, я даже не мог понять, что там написано. Там мне была важна пластика, толщины, я не знаю, как бы вот эта динамика этих линий, этих букв. И вот и сейчас я, в принципе, ну, я там иногда рисую буквы, иногда не рисую. То есть я считаю, что визуальный язык, он, если ты искренне вкладываешь что-то, ну, ты переживаешь какое-то свое состояние, там, ну, там полное, не знаю, полного счастья, там, или наоборот вообще полного краха. Когда тебе совершенно плохо, ты что-то рисуешь, и ты сам того не замечая, ты вкладываешь это состояние в свою, ну, в свои работы. То есть неважно, что это, там, граффити или графика, или фотография. Там, пусть ты по дереву будешь резать, пусть ты хоть вообще будешь еду готовить, как бы, люди это почувствуют через вот этот твой посыл, как бы. Все зависит от того, как ты думаешь, что у тебя в голове. Если ты считаешь, что готовя, не знаю, на кухне какую-то еду, ты думаешь о граффити, и что вот это для тебя граффити, это и есть граффити. То есть был какой-то человек, который говорил что-то там, я ем хип-хоп, я сру хип-хоп, я все, что я делаю, это хип-хоп. Ну, по сути, для меня граффити, вот именно такое отношение к нему и есть. То есть я знаю, что бы я ни делал, я все время думаю о граффити. Мы уже все, мы граффити наркоманы, потому что по-другому никак. И просто эта наркомания настолько уже сидит в нас, что мы там без запаха краски не можем 3 дня прожить. Ну там 3-4, все, надо подойти где-нибудь там шикнуть и уже там отвести душу. Мне кажется, рисование, оно не должно входить в какую-то привычку. Ты должен как-то успевать и немножко, ну, изголодаться, что ли, да, там, от рисунка к рисунку ты должен почувствовать этот момент голода, и тогда твой рисунок, мне кажется, еще сильнее будет, по крайней мере, там, в плане какой-то, да, там, наполненности, настроения, энергии, то есть с большим рвением ты пойдешь его рисовать. Вообще, если так вот очень, скажем, с таких отдаленных позиций рассматривать, то, в принципе, я считаю граффити определенным таким очень своеобразным, специфическим все-таки видом изобразительного искусства, у которого, опять же, там много таких, так называемых, детских болезней, то есть какие-то там стереотипы, что-то там как бы, что-то принято делать, потому что это принято делать, а не потому что так надо делать, скажем, так лучше будет для дальнейшего развития всего направления. Вообще так, если грубо говорить, то это, по-моему, для меня граффити это такой своеобразный экспрессионизм, что ли. То есть такой выплеск эмоций, вообще что-то такое, что первым делом бросается в глаза, плюс это еще в рамках города, то есть открытое пространство, где большой поток народа, все люди это видят, как бы, и вот так воспринимают. То есть, прежде всего, это эффектно должно быть. Не, ну в любом случае, да, мне кажется, это не просто вид искусства, это тот вид искусства, за которым, наверное, вообще будущее, да, потому что
но наиболее, так сказать, свежие. Всегда, да, художники стремились к какой-то независимости, там, чтобы ничего не ограничивало. Тут, наверное, в этом плане практика уличного рисования, она самая свободная. Ну да, это вид искусства. Куда от него денешься? Оно вид искусства, оно запоминаемое, оно сложное стало, оно стало усложненное, оно стало грамотным, то есть оно стало вписываться в пространство, в интерьеры, вписываться в жизнь, начало будоражить воображение художников, в галереях начало выставляться, начались фильмы сниматься, общественность стала это обсуждать, государство стало это обсуждать, принимать, не принимать. Ну, искусство, не искусство, это разговор, конечно, вообще сложный. Я считаю, что граффити это аутентичное такое направление, вид деятельности, который стоит на грани между там, спортом, творчеством, искусством, не знаю. Ну, то есть, это что-то уникальное. Искусство – это когда либо что-то искусно сделано, либо когда что-то искусно доносит смысл какой-то идеи, да, посыл какой-то. В граффити отсутствует и то, и другое. То есть, да, присутствуют куски, которые сделаны реально очень круто, очень здорово. Это искусство. Но таких кусков, наверное, 1% от всего граффити в мире. А 99% граффити – это бомбы, теги, фрлапы, поезда, кривые стайлы, которые рисуют люди, которые только начали рисовать, кривые стайлы, которые рисуют люди, которые рисуют давно. Ну, это не интересно ни для кого, кроме них самих. Разумеется, это искусством назвать нельзя. И граффити измеряется именно по большинству, а не по тем кускам, которые делают там, топовые команды мира, к сожалению. Ну, я думаю, это как бы можно назвать искусством, в принципе, и бомбинг, и райтинг, но для какого-то определенного как бы, круга людей. То есть это как бы, ну, для посвященных, так скажем. Ну, я не знаю, как это вообще можно граффити там отнести к искусству. Я считаю, что за граффити вообще в принципе будущего вообще никакого нет. То есть оно какое есть, такое оно и есть. А если взять стрит-арт, то за стрит-артом оно как раз есть, потому что оно более разнообразное. То есть ты в стрит-арте можешь поменять все, что угодно, ты можешь делать все, что хочешь. А в граффити оно ограничено, есть рамки определенные. То есть вот есть баллоны, ты ими рисуешь. Если выходишь за границы этого, то это уже не граффити. Ну, как бы граффити среда, она обладает достаточно жесткими правилами, и хоть многие говорят, что граффити это свобода и так далее, на самом деле сами райтеры, большинство придумывают себе какие-то шаблоны, ограничения, и если их там даже их вдруг выходит за рамки этих шаблонов, то они уже, ну, многие из них просто говорят: слушай, что-то у тебя контур не черный, или там у тебя вообще контура нет, но это что-то не граффити, это там дизайн или еще что-то другое. По идее, для меня изначально, что мне было интересно в уличном искусстве и в граффити, это как раз-таки сделать что-то новое и выйти из этих границ. И даже если посмотреть на интересных каких-то выделяющихся уличных художников, они все привлекают к себе вниманием, что они находят какой-то новый способ самовыражения художника на улице, используя какие-то новые материалы, техники, что бы то ни было. Начал замечать, если следить за тусовкой того, что было раньше, и того, что есть сейчас, что четко видно, как постепенно граффити перерастает все-таки в стрит-арт, и то, что если раньше было больше людей, которые рисовали буковки, то сейчас становится больше людей, которые вообще делают что-то новое. Ну, возможно, это из-за скорости информации, но в целом видно, что то поколение, которое раньше рисовало граффити, сейчас растет в стрит-арт, и его становится больше, и он становится реально круче. Слушай, ну, на самом деле, да, это такой, можно сказать, новый виток, да, там, в современном искусстве, там, за последние 5-7 лет граффити, оно так перешло в галереи, ну, это очень, на самом деле, интересно, и оно, понимаешь, становится интереснее публике, да, то есть он не только может посмотреть на твою стенку, да, там, на улице, но также может купить твой кусочек, повесить себе в интерьер, то есть это уже, опять же, отношение к твоему творчеству повышается. Стрит-арт становится новым, одним из самых ярких и актуальных направлений в современном искусстве, которое в последние годы привлекло внимание общества во всем мире, шагнув на новый уровень.
Уличные художники больше не ограничиваются городским пространством, а также создают работы в мастерских и участвуют в галерейных проектах, при этом сохраняя эстетику и дух стрит-арт произведений. За последние несколько лет по всей России прошло множество выставок пост-граффити. В Москве с 2014 года проходит биеннале уличного искусства «Артмосфера», а в Санкт-Петербурге с 2013 года функционирует первый в мире музей стрит-арта, на территории которого располагается коллекция работ уличных художников со всего мира. Я считаю, что перемещение граффити и стрит-арта в выставочные пространства, фестивальные проекты и иные новые формы, непривычные для граффити художников, для уличных художников, это вполне объяснимый факт и вполне естественный процесс развития, поскольку это направление, оно становится полноценным направлением вообще в искусстве в целом. Я считаю, в этом нет ничего плохого, что есть новые грани, появляются новые какие-то функции, новые возможности для художников. И главное быть честным перед собой, делать искренние вещи. Если кто-то там, придет на выставку и посмотрит граффити на холстах, или, я не знаю, еще какой-то стрит-арт, или там, я не знаю, еще какое-то искусство, подобное, которое вышло из улиц, и подумает, что оно доросло до галереи, то человек подумает, что, в общем-то, и улица тоже галерея, понимаешь? Меня, в принципе, устраивает то, что происходит, потому что мне нравится, когда для уличных художников, для граффити-художников появляются какие-то дополнительные опции вообще в жизни, то есть какие-то параллельные такие миры, так что можно рисовать не только на улице, но и быть известным таким галерейным, так скажем, художником. Мне кажется, это все здорово, потому что это дополнительные ресурсы, дополнительная возможность развиваться для всех художников. Тем более, что те, кто начинает выставляться, они не заканчивают рисовать на улице. Полностью ходить в галерее, я для себя вижу это мертвый путь. Потому что улица, она живая, а галерея это рафинированная среда. Такая теплица для искусства. Не считаю, что по этому пути надо идти до конца, полностью туда уходить. Вот, наверное, не хватает выставочным всевозможным выставкам, которые связаны с граффити, идейного составляющего. Вот, наверное, я бы над этим поработал. Потому что очень важно, чтобы все было объединено чем-то, или что-то откуда-то вытекало, или все должно... если ты приходишь на выставку, ты должен понимать точно, что ты пришел не какой-нибудь союз художников, а на выставку реальных пацанов, которые херачат по ночам поезда. И это, мне кажется, важно. Я не знаю насчет перемещения граффити в галерее. Я не вижу, на самом деле, классического настоящего граффити, по крайней мере, на территории нашей страны в галереях. Это, как правило, это пост-граффити или стрит-арт. Да, граффити – это улица, и это не просто рисунок сам по себе, это рисунок, сделанный в том месте, где ты это захотел, как ты захотел, под влиянием каких-то внутренних твоих процессов, да. А галерея, она диктует тебе определенные правила, да, то, что ограничивает тебя размером, ограничивает тебя формой, ограничивает тебя, как правило, сюжетом. А другое дело, когда ты едешь в новый город на поезде и из окна своей купешки видишь километры стен. Ты что, в купешке едешь? Я в Омск в купешке один ехал. Нормально. Вообще кайфанул. Вот. Так, когда ты едешь и видишь граффити просто вот так вот километрами, вот она выставка. Вот. Не надо идти в галерею. У меня был подход, что улица — это большая галерея с большими своими пространствами, с большими своими объектами, с фоном, со всем. То есть она живая. Плюс, когда ты рисуешь на улице, тебя видят много людей. И может кого-то это задеть, кого-то наоборот обрадовать. То есть, в принципе, тебя очень много видит народу, поэтому, наверное, мне это интересно было. Ты вынес произведение свое на улицу к зрителю. Ты сам к нему пришел, а не зритель идет в белое пространство, специально подготовленный, зная, что это такое. То есть ты работаешь на неподготовленного зрителя. Он самый честный. Ты можешь встать около рисунка своего, просто спрашивать первого прохожего,
что это такое, что вы здесь видите, и ты услышишь самое непредвзятое мнение, самое вот стопроцентно честное. Я вообще считаю, что чем больше вообще вот, ну, искусства вот на улицах, там, вообще в галереях, неважно вообще, вот в окружающем нас космосе, тем больше поднимается культурный уровень, понимаешь, тем больше людей как бы становятся немножечко светлее. То есть они думают, ага, вот есть еще вот кто-то, кто делает вот это, а почему он это делает? А зачем он это делает? Можно относиться к граффити и стрит-арту по-разному. Можно это любить или ненавидеть. Можно считать новым полноценным направлением в искусстве или просто молодежной субкультурой. Но нельзя поспорить с тем фактом, что это стало неотъемлемой частью жизни современного общества. Это не мимолетное явление, это огромный интересный мир, в котором художники готовы открыто делиться кусочком себя с каждым, кто готов посмотреть по сторонам.